Вытаскивая из бурного потока реки Грумити тонущего детеныша, Марк Харрисон внезапно осознал, что попал в смертельную ловушку, и дальнейшие действия хищников повергли его в настоящий шок, ведь мутные волны, раздувшиеся после ночных ливней, яростно бились о грудь фотографа, пока он из последних сил боролся с течением, а мокрый львенок в отчаянии впивался когтями в его плечи. Всего за несколько минут до этого 35-летний профессиональный фотограф дикой природы спокойно настраивал свою аппаратуру на берегу в Танзанийском национальном парке Серенгети, когда стал невольным очевидцем события, которое навсегда перевернуло его представление о животном мире. Крошечный львенок, сорвавшийся с размытого берега, был подхвачен стремительными водами, уровень которых резко поднялся из-за тропических дождей выше по руслу. Марк документировал фауну африканской саванны уже более 10 лет, и за все это время он ни разу не нарушил священного кодекса натуралистов, гласящего о невмешательстве в естественные процессы, но в этот раз детеныш, которому едва исполнилось 4 месяца, играл слишком близко к опасной кромке, и рыхлая земля обрушилась под его весом. Его полные ужаса крики, когда мощный поток уносил его прочь, пробили стену профессионального хладнокровия Марка, и, не раздумывая ни секунды, он бросил дорогостоящую камеру и нырнул в опасные воды, так как, по его собственному признанию следователям позже, он просто не мог стоять и смотреть, как живое существо погибает, позволив человеческим инстинктам взять верх над профессиональной подготовкой. Эта спасательная операция едва не стоила Марку жизни, поскольку река в сезон паводков представляет смертельную угрозу, скрывая под мутной поверхностью острые коряги и непредсказуемые водовороты, погубившие за эти годы множество животных и неосторожных людей. Пока Марк пытался добраться до барахтающегося малыша, тяжелое бревно с силой ударило его в левое плечо, практически лишив сознания, и только решимость спасти юного льва помогла ему сохранить концентрацию и схватить измученное животное. Детеныш, ослабевший от борьбы с водой и наглотавшийся мути, тут же обхватил шею спасителя своими маленькими лапами с удивительной силой, и Марк чувствовал, как бешено колотится крохотное сердце у него на груди, когда он начал изнурительный путь обратно к берегу, сражаясь с течением, которое словно намеревалось утащить их обоих вниз, прямо в пасть крокодилам, но чего Марк не осознавал в тот момент, пробираясь через воду, так это того, что за каждым его движением пристально наблюдают. На высоком берегу, скрываясь в тени раскидистых акаций, 5 взрослых львиц и 1 самец внимательно следили за происходящим, услышав крики бедствия своего пропавшего потомства, и Прайд, лихорадочно искавший детеныша по запаху, вышел к реке как раз вовремя, чтобы увидеть, как человек пытается его вытащить. Когда Марк наконец добрался до мелководья, полностью истощенный и хватающий ртом воздух, он поднял глаза и увидел картину, от которой в его жилах застыла кровь. Перед ним полукругом стоял весь Прайд, включая огромного самца с черной гривой, и их янтарные глаза были неотрывно устремлены на него и на ношу в его руках. Марк лихорадочно перебирал в уме варианты спасения, но быстро понял безнадежность ситуации, так как он стоял по грудь в воде с львенком на руках, а путь на сушу преграждали 6 взрослых высших хищников, и любое резкое движение могло спровоцировать атаку, способную положить конец его жизни за считанные мгновения. Самая крупная самка, являющаяся несомненным матриархом и лидером группы, сделала решительный шаг к воде, и Марк затаил дыхание, ожидая худшего, ведь львы известны своей яростной защитой потомства, а тут чужак держит одного из их детей, и все знания о поведении кошачьих кричали о том, что сейчас случится трагедия. Однако произошло нечто экстраординарное, бросающее вызов всем научным данным о зоопсихологии, потому что в глазах главной львицы не было ни агрессии, ни угрозы. Вместо этого Марк увидел там нечто, чего никогда не встречал у диких зверей за годы работы, а именно признаки узнавания и глубокой благодарности. Львенок на руках у человека начал тихо поскуливать, призывая свою семью, и этот звук словно разрядил напряженное противостояние, а все последующие события были зафиксированы на водонепроницаемую экшн-камеру, закрепленную на груди Марка и работавшую на протяжении всего инцидента. Львица вошла в воду, ее массивные лапы поднимали брызги при приближении к человеку, и каждый мускул Марка напрягся в ожидании удара, который так и не последовал, так как вместо нападения хищница остановилась всего в метре от него и совершила действия, противоречащие всем инстинктам убийцы. Она опустила голову в жесте, который можно было трактовать только как почтительный поклон.
Этот момент длился несколько секунд, в течение которых остальные члены Прайда оставались совершенно неподвижными, словно наблюдая за священной церемонией, а когда матриарх подняла голову, она встретилась взглядом с Марком, и это был не оценивающий взгляд охотника, а прямой контакт равных существ. Детеныш на руках стал активнее, потянувшись к матери и издавая характерные щебечущие звуки, на которые львица ответила нежным фырканьем, используемым кошками для общения с потомством во время ухода. «Все хорошо, малыш, твоя семья здесь», — едва слышно прошептал Марк сквозь шум воды, и, словно поняв его слова, львица сделала еще один шаг вперед, заставив сердце человека биться о ребра, но ее движения были осторожными и совершенно не угрожающими. То, что случилось дальше, еще долгие годы будут обсуждать этологи всего мира. Матриарх осторожно приблизила свою огромную морду к лицу Марка так, что он почувствовал ее теплое дыхание, несколько мгновений изучала его своими умными глазами, оценивая не просто физическое присутствие, но и намерение, характер и роль в спасении ее ребенка. Затем она сделала нечто беспрецедентное, начала вылизывать лоб Марка своим шершавым языком, проявляя такую же заботу, какую оказывала бы членам своего прайда, и этот жест означал временное принятие его в семью. Марк стоял неподвижно, боясь дышать, пока этот могучий хищник оказывал ему доверие, противоречащее всем учебникам биологии, и хотя процесс длился всего полминуты, послание было ясно всем: человек не враг и не добыча, он спаситель. Остальные львицы начали приближаться с расслабленными позами, а огромный самец, до этого сохранявший бдительность, лег у кромки воды в позе отдыха, давая понять, что ситуация мирная. Марк осторожно двинулся к берегу, все еще держа львенка, и Прайд расступился, освобождая проход, напоминая больше почетный караул, чем стаю хищников. Добравшись до илистого берега, он опустился на колени и положил малыша на твердую землю, после чего последовало эмоциональное воссоединение. Мать бросилась к своему отпрыску, тщательно обнюхивая его и проверяя на наличие травм, громко мурлыча от облегчения, а остальные львицы собрались вокруг, по очереди приветствуя спасенного. Последним подошел самец, нежно коснувшись носом детеныша, пока Марк продолжал стоять на коленях, мокрый и потрясенный, наблюдая за этим семейным моментом и чувствуя себя не в ужасе, а тем, что стал свидетелем эмоциональных связей внутри Прайда. Доктор Грант, известный биолог, позже просмотревшая кадры, была ошеломлена, объяснив, что такое обычно предназначено только для членов стаи, и проявление его к человеку свидетельствует о высочайшем уровне когнитивного распознавания и благодарности. Когда Прайд успокоился, Марк начал медленно пятиться, надеясь незаметно уйти, но у львов были другие планы. Матриарх оторвалась от детеныша и издала необычный горловой звук, похожий на разговор, после чего все львы немедленно встали и выстроились в две параллельные линии, создав живой коридор от Марка до его оборудования у деревьев. Это был настоящий эскорт, призванный обеспечить его безопасный проход, и Марк, комментируя это шепотом для записи, не мог поверить своим глазам. Матриарх заняла позицию справа от него, самец слева, а остальные львицы шли по бокам, сохраняя идеальную дистанцию, пока они совершали этот церемониальный марш, в центре которого находился человек, окруженный 1,5 тоннами живой мощи, относящийся к нему как к почетному гостю. Спасенный львенок, уже пришедший в себя, бежал рядом с матерью, с любопытством поглядывая на своего спасителя и периодически задевая его ногу в знак признательности. Когда процессия достигла джипа и оборудования, глава семейства в последний раз подошла к Марку, снова прижалась лбом к его лбу в прощальном жесте, на что фотограф прошептал слова благодарности за доверие. Матриарх отступила, издав звук удовлетворения, и один за другим члены Прайда подошли попрощаться, касаясь его носами или боками, даже грозный самец слегка толкнул его головой в плечо. Малыш подошел последним, сел перед человеком и издал звук, удивительно похожий на «спасибо», после чего Марк в последний раз погладил его, понимая уникальность момента. Когда Прайд ушел отдыхать в тень, Марк остался один, промокший и эмоционально опустошенный, но с уникальной записью, подлинность которой позже подтвердили эксперты, а сама Джейн Гудол назвала бы это одним из самых ярких примеров межвидового общения. Для Марка же технический анализ был не так важен, как истина, которую он познал на собственном опыте. Сострадание – это универсальный язык, понятный всем существам.
Детеныш вырос в сильного льва, а Марк продолжил работать в Серенгети, и он не раз встречал этот прайд, каждый раз получая приветствие, а местные гиды прозвали его львиным стражем, человеком, которого приняли в семью короли саванны, и хотя многие туристы пытались повторить этот опыт, никому больше не удалось заслужить доверие, которое стало доказательством того, что благодарность и честь – понятия, не чуждые и дикой природе.